Привет! Вы на канале Поворот не туда. В этом видео я расскажу, как сделать простейшие бегущие поворотники, используя всего две детали. Это 1 метр 12 вольтовый адресной светодиодной ленты VS2815 и Arduino Nano или Uno, как в моем случае. Arduino Nano я использую для уже готовых к установке в фару устройств. Вы можете отрезать нужную длину лент, но не короче, чем два отрезка по 25 см. Если сделать меньше пикселей, то яркость получится недостаточной. Таким образом, 1 метра ленты хватит для обеих фар, но если хочется супер яркие поворотники, то можно смело ставить по метру в каждую фару. Ссылки на эти и другие товары, которые могут вас заинтересовать, как всегда в описании. Поворотники в таком исполнении умеют выполнять только одну функцию. Собственно, на то они и поворотники. При подаче питания пробежать до конца ленты и в таком состоянии ждать отключения. В использовании такой схемы есть один большой плюс. Это то, что поворотники будут работать даже на заглушенной машине. Чего нельзя сказать про поворотники, имеющие функцию ДХО, так как питание Arduino и лент происходит от замка зажигания. Еще один плюс – это простота подключения. Поворотник подключается вместо лампочки, естественно, с соблюдением полярности. А это значит, что вам не придется искать нужные провода в замке зажигания, прокладывать их по автомобилю и делать нештатные отверстия в корпусе фары. Вы могли заметить, что в этой схеме нет преобразователя напряжения, поэтому, используя КТП 2.0, я тестировал этот поворотник в течение нескольких дней на напряжении 14 вольт, хотя по даташиту максимальное напряжение 13,5 вольт. При этом ленты разогреваются всего до 60 градусов, что вполне нормально. По моим подсчетам, этот поворотник пробежал уже больше полумиллиона раз, а если ориентироваться на срок службы пикселей, то он может непрерывно проработать до 12 лет. Но напряжение 14 вольт, которое может быть таковым на некоторых автомобилях, будет пагубно влиять на ленту, поэтому пиксели будут быстрее выгорать и, скорее всего, срок немного сократится. Код для этого поворотника совсем короткий и, естественно, закреплен в комментариях под видео. Если этот код – это то, что вы так долго искали, то лучшей благодарностью будет лайк и подписка на канал. Пройдемся по настройкам. Количество пикселей в ленте можно не изменять, это никак не повлияет на работу поворотника. Номер пина, к которому подключены ленты. Обе эти ленты подключены к одному пину параллельно. Помните, что использовать можно только цифровые пины Arduino. Перед подключением Arduino к компьютеру нужно обязательно подключить внешнее питание 12 вольт или отключить провод передачи данных. В противном случае вы рискуете сжечь и Arduino, и USB разъем компьютера. Дальше количество одновременно включающихся пикселей, а это задержка между включением каждого следующего блока. Например, ставим здесь 3, а тут 200 миллисекунд задержки и получаем такую картину. Конечно, на такой скорости поворотник не успеет добежать до конца, поэтому поставлю 4 миллисекунды. И это уже рабочий вариант для поворотника до 30 см. Установив 6 пикселей с задержкой 1 миллисекунда, поворотник пробегает настолько быстро, что это еле заметно глазу, а камера телефона и вовсе это не передает. Если тут написать count-j, то поворотник будет бегать в обратную сторону, и уже нужно будет установить используемое количество пикселей. Два отрезка ленты по 25 см потребляют меньше электроэнергии, чем лампочка, поэтому в некоторых случаях потребуется дополнительно установить нагрузочные резисторы, обманки, чтобы автомобиль не выдавал ошибку перегоревшей лампочки. Вы можете видеть, что подключается такой резистор так же, как и поворотник вместо штатной лампочки. В случае использования двух отрезков по 50 см потребление аналогично с лампочкой и обманки не потребуется. Таким образом, настроить этот поворотник можно под любой автомобиль, но назревает вопрос целесообразности использования данной схемы, если штатные поворотники работают слишком быстро. Я думаю, что рассказал все про эти поворотники, но если у вас остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Также вы можете написать функции, которые хотели бы видеть в следующих поворотниках, а я постараюсь их сделать. Вы смотрели «Поворот не туда». У меня на этом все, до встречи в следующих видео.